Центральная избирательная комиссия на прошлой неделе зарегистрировала все 11 партийных списков на сентябрьские выборы в Государственную Думу. А сегодня провела жеребьевку бюллетеня, в которой представители партии вытягивали из золототрона шарики с номерами от 1 до 11. Первый номер совершенно внезапно достался «Единой России». Но вот второй – зарегистрированному неожиданно Яблоку. В общем-то, дальше можно было бы шарики и не тянуть. Теперь партии и кандидаты могут начинать агитационные кампании. И главным вопросом этой кампании будет, конечно же, война. Тут хочешь не хочешь, а придется рассказывать избирателям, что думаешь о происходящем, даже если тебе самому куда интереснее льготная ипотека или сохранность байкальских нерп. Сегодня мы посмотрим, как именно партии высказываются о войне, и расположим их на шкале от полной поддержки войны и даже предложений активнее и больше ее вести, до однозначного стремления к миру. Прежде чем начнем, напомню. По ссылке в описании вы найдете гайд, как обойти российские блокировки интернета. Спонсирует работу над гайдом сервис М-Карт. Он выпускает криптовалютные карты, которыми можно расплачиваться за границей, как обычно. Также у нас есть рейтинг VPN-сервисов. Ссылка на него тоже в гайде. Там вы можете проследить, какие сервисы с какими провайдерами лучше всего работают в данный момент. В рейтинге обратите внимание на VPN Liberty. Этот сервис заранее предупреждает обо всех затруднениях, если они появляются. В понедельник, 27 июля, депутаты Госдумы собрались не голосовать, а просто послушать самых статусных коллег и Путина. Это давняя думская традиция. В начале и в конце каждой парламентской сессии выпускать лидеров фракций на трибуну, чтобы они минут по 10 вещали оттуда обо всем, что им в голову взбредет. В этот раз все они говорили только о войне. Начали с Зюганова, который поставил абсолютный рекорд, в 9-й раз подряд возглавив партийный список КПРФ на думских выборах. Зюганов начал с места в карьер, сразу вспомнив НАТО. Когда меня попросили коротко охарактеризовать прошедшую пятилетку, я сказал, это пятилетка войны, прозрения и собирания сил для того, чтобы победить натовский фашизм, который обрушился на нашу страну и который объявил войну русскому миру на ее полное уничтожение. Без этого мира не может существовать планета, и мы обязаны все сделать для обеспечения победы. Дальше, правда, Зюганов покритиковал высокую ставку Центробанка и снижение темпов роста экономики, после чего вспомнил, куда ж без этого, Ленина и Сталина. Я уже не раз вам говорил, что вам придется партии власти прислушаться к потрясающему опыту Великой Советской эпохи. Ленин победил, не имея армии, но сколотил ее 5 миллионов, отмобилизовав ресурсы, в том числе и почти все царские офицеры пришли воевать за единую, неделимую, но советскую, и мы одержали историческую победу, сохранив тысячелетнее государство. Сталин за 10 лет построил 9 тысяч заводов, и полуграмотная страна встретила 41-й самый грамотный, лучшим станочных парков и лучшими командирами. Получается, саму войну Зюганов одобряет, но воевать при этом требует лучше, с опорой на опыт диктаторов первой половины 20 века. Видимо, с массовыми репрессиями против офицерского корпуса, да и вообще всех граждан, и плановой военной экономикой. Не забыл Зюганов поделиться и тем, как КПРФ помогает фронту. Собирание сил для нас главное, и мы для того, чтобы поддержать ребят на фронте, отправили 157 конвоев. 60 огромных грузовых эшелонов. КПРФ таким образом мы размещаем на самом краю провоенного фланга нашей шкалы. Партия не просто за войну, она за войну по-сталински. Вышедший следом на трибуну Слуцкий, лидер ЛДПР, выступил намного более верноподданнически. Он клялся в верности и правительству, и Путину, и почему-то еще Собянину. Если мы умеем лучше, значит, мы должны показать совместно с правительством, которое как никогда нас слышит и с которым как никогда мы работаем вместе для людей, для президента, для каждого россиянина. Сергей Семенович Собянин молодец. Он очень много делает не только для москвичей, но и для новых регионов. Это действительно уникальный политик и руководитель. Собянин так-то занимает 2-е место в федеральном списке «Единой России». Так что какая-то странная практика, когда другой партийный лидер рассыпается в комплиментах конкуренту. Куда логичнее смотрелись дифирамбы другому светилу отечественной политики, Жириновскому. Он, правда, уже 4,5 года как умер, но
Покойным Жириновским ЛДПР продолжает трясти где можно и где нельзя. Например, чтобы через запятую потроллить того же Зюганова. Конечно, специальная военная операция, святая и благородная, последняя, уверен в этом, схватка с нацизмом в человеческой истории объединяет всех нас. Здесь, с этой трибуны, 22 декабря 2021 года, Жириновский сказал, что 22 год будет немирным. Тогда многие, к сожалению, не восприняли эти слова всерьез. Но начало СВО изменило жизнь каждого россиянина. Русские всегда встают на защиту своих. В 1914 году Российская империя встала на защиту братьев сербов, но, к сожалению, Ленин, дорогой Геннадий Андреевич, инициировал подписание позорного, как говорили тогда, похабного Брестского мира. Надо помнить историю документа, который начал унизительные процессы отчуждения территории Российской империи, почти треть земель и 56 миллионов человек, в том числе и части нынешней Украины. Даже заявление об участии ЛДПР в войне выглядит как ответ Зюганову, ведь из всех выступавших о том, как их партии участвуют в войне, отчитались только Зюганов и Слуцкий. Мы сегодня обеспечиваем бригаду Александра Невского, ее знак у меня на лацкане. Алексей Олегович Верещагин, командир бригады, идет вторым номером за мной в федеральной части списка кандидатов в Государственную Думу 9-го созыва. Верещагин, 4 ордена мужества. Наш командир бригады Барс Брянск Сергей Сергеевич Антошин, также кандидат в Государственную Думу. А всего 111 кандидатов, участников и ветеранов СВО, волонтеров, представителей силового блока. ЛДПР мы помещаем в тот же крайне провоенный фланг шкалы, что и КПРФ, но немного в стороне. Все-таки Зюганов позволил себе немного критики, а Слуцкого устраивает вообще все. Лидер партии «Справедливая Россия» Миронов в ожидании своей очереди выступать, видимо, решил повысить градус дискуссий, поэтому зашел с козырей. И с этой трибуны я уже говорил, еще раз хочу сказать. Необходимо переименовать специальную военную операцию в контртеррористическую операцию, при которой главная задача – уничтожить лидеров террористов. С Зеленским не может быть никаких переговоров. Это мерзавец, подлец и фашист. И он должен быть уничтожен. Так откровенно сейчас даже не каждый Z-автор высказывается. Разве что Миронов забыл Зеленского наркоманом назвать. Но дальше лидер эсеров тему развивать не стал и начал обильно сыпать цифрами, призывая снизить тарифы ЖКХ и одновременно повысить налоги. «Справедливую Россию», про которую вообще пока не ясно, пройдет ли она в 9-й созыв Госдумы или не пройдет, мы помещаем все в тот же провоенный сегмент нашей шкалы, поближе к ЛДПР. Что там дальше, обсудим после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Если вы настоящий эксперт в своем деле, ИИ не просто не заберет у вас работу, но поможет расширить сферу применения ваших навыков. Вы можете быть строителем, логистом, водителем, кем угодно, и при этом быть востребованным как IT-специалист. Возможно, это благодаря вайб-кодингу. Вы просто можете описать нейросетям, какой продукт вам нужен. Программистам при этом для этого быть не надо. А что реально нужно, так это понимать, как устроен реальный бизнес и как работают нейросети. Ваш опыт становится главным преимуществом. Если вы провели 10 лет в строительстве, значит вы хорошо знакомы с проблемами этой сферы, в отличие от 20-летнего студента с курсов разработчика на Python. То, что опыт важнее навыков программиста, отлично понимает команда AppBusters. Это действующая IT-студия. К ним обращаются предприниматели из самых разных сфер бизнеса, и с каждым они работают лично. Прям садятся с предпринимателем один на один, изучают бизнес-процессы и находят для них IT-решения. Сейчас студия растет и развивается на зарубежном рынке. Заказов у них больше, чем людей, которые могут и приложения собрать, и в бизнес заказчика вникнуть. Таких спецов на рынке почти нет. Поэтому AppBusters решили готовить их самостоятельно и собрали курс AI-разработчик за 3 месяца, где учат тому, на чем сами зарабатывают. На этом курсе вы всего за 3 месяца с нуля сможете собрать настоящее мобильное приложение. Будете учиться на реальных проектах студии. И это тот случай, когда обучение может окупиться одним заказом, а навык останется при этом навсегда. При этом можно легко совмещать обучение с основной работой, а лучшие студенты получают возможность брать проекты у AppBusters. Студия работает на весь мир, а значит вы не будете привязаны к одной конкретной стране, сможете получать удаленно доход откуда угодно. У AppBusters есть бесплатный Zoom-урок, покажут изнутри, как все устроено и сколько можно зарабатывать.
Обязательно сходите, если направление вас интересует. Это ни к чему не обязывает. Ссылка в описании. Продолжим. Мы посмотрели, как о войне высказывались Зюганов, Слуцкий и Миронов. Теперь очередь лидера новых людей. Нечаев говорил не только о самой войне, но и об издержках, которые из-за нее несут граждане России. В жизни людей сейчас война. Даже для регионов, далеких от фронта, это больше не картинка по телевизору. Это сирены в 3 часа ночи, после которых до утра не уснуть. Это зарево над заводом, которое видно из окна квартиры. Это вопрос, а что будет завтра с ценами, с работой, с детьми? Москва, про которую говорили, что она отдельная Россия, оказалась под ударом, как и вся страна. Люди устали. Устали от неизвестности и несправедливости. Несправедливости много. Депутат в Госдуме требует запретить все западные социальные сети, а потом садится на место и включает VPN. Со всех экранов мы продвигаем традиционные ценности, а проблему домашнего насилия не замечаем. А что, разве бить женщин и детей, разве это наша традиционная ценность? Тут особо не поспоришь. Дальше Нечаев, конечно, произнес слово «победа», потому что без него вышла бы уж совсем неприкрытая фронта. Я уверен, что мы с вами все слышим 3 абсолютно одинаковых вопроса. Скорейшая победа, скорейшая победа, меньше запретов и понятное будущее. Но затем он сказал вот это. У нас накопились горы запретов, многие из них бесполезны, что для безопасности, что для порядка. Зато запретов большой вред. Они разрушают доверие и замедляют развитие страны. Запретов стало так много, что уже непонятно, что можно, а что нельзя. Возможно, Нечаев и сам почувствовал, что высказался довольно остро. А может быть, вскоре после выступления кочерга была куда-нибудь ему там вставлена. Так или иначе, через пару часов, уже после того, как Путин вручил ему президентскую благодарность в Кремле, лидер новых людей выступил куда более лояльно. Мы много сделали, но еще больше предстоит сделать для победы России в специальной военной операции. И уверен, что мы ее обязательно одержим. Служу России. Выступление Нечаева сильно отличалось от всех остальных речей. Конечно, он никакой не оппозиционер, и даже не Виктория Боня и не Илья Ремесло. Выступление Нечаева даже внезапным каким-то искренним фрондерством не назовешь. Партию «Новые люди» в начале 2020 года придумали в администрации президента ровно за этим. Чтобы в Госдуме иногда звучали слова, хотя бы отдаленно похожие на человеческие. Чтобы депутаты от этой партии озвучивали некоторые реальные проблемы. Чтобы у жителей городов появилась, хотя бы иллюзия представительства в парламенте. Но ни Нечаев, ни его однопартийцы, включая Дованкова, никогда не заплывают за буйки. Если очень надо, они скажут все нужные слова, как сделал Дованков сразу после президентских выборов 24-го, и как сейчас на встрече с Путиным сделал Нечаев. Таким образом, новых людей мы помещаем примерно в центр нашей партийной шкалы. Они никакие не антивоенные, но и провоенными их не назовешь. Это такая системная партия, предлагающая безопасный вариант поддержки тем, кто не хочет всеми руками зиговать, но и явно оппозиционером записываться тоже не планирует. На этих торжественных заседаниях, конечно, высказывалась и «Единая Россия», причем в 3 лицах. Не только председателя Госдумы Володина, но еще и руководителя фракции Васильева и президента Путина. Ну а чтобы поместить ядро туда же, где у нас находится ЛДПР и «Справедливая Россия», никого из партии слушать не надо. Перейдем теперь к другим партиям, которые не парламентские, но были зарегистрированы ЦИКом. Родина и коммунисты России высказываются примерно как Слуцкий, может быть даже более истерично. Так что записываем их туда же, где находятся ЛДПР и КПРФ. А партия пенсионеров, партия прямой демократии и зеленые стараются войну не замечать. У каждой из них есть своя тематика, за пределы которой они толком не выходят. Хотя какая разница на самом деле, что они там говорят, они не особо актуальны для всей этой истории. Теперь, наконец, поговорим про партию с другой стороны шкалы. Партия «Яблоко» против войны и за мир. Если точнее посмотреть на их агитацию, сейчас «Яблоко» выступает за немедленное прекращение огня и переговоры.
Это фундаментальная партийная позиция вообще по всем войнам последних десятилетий, начиная с Первой Чеченской. Первые пару лет нынешней войны такая публичная позиция была популярна в основном среди радикально антивоенных граждан. Но теперь все изменилось. В войне нет ни конца, ни края, никто не понимает, зачем она нужна, какие в ней цели, и все больше людей, даже не зная, что там говорит Яблоко, самостоятельно приходят к тому, что войну пора как минимум поставить на паузу, а то и вовсе закончить. Такая партийная риторика власти, конечно, не нравится. Уже десятки членов Яблока, среди них почти все известные партийные политики, получили административные штрафы, запрещающие им участвовать в выборах. Это такая специальная технология. Если получаешь штраф 500 рублей за публикацию экстремистской символики, то год не можешь никуда баллотироваться. Ну вот в течение прошлого года всех известных лидеров Яблока и оштрафовали по этой статье, в основном за публикацию фотографий Навального. Дело мелкое, суд быстрый, разбирательства почти нет, но в выборах все известные яблочники не участвуют. Некоторых даже признают иноагентами и делают фигурантами уголовных дел. Именно это случилось со Львом Шлосбергом, бывшим председателем Псковского Яблока, а также Максимом Кругловым, бывшим главой фракции Яблоко в Мосгордуме. Оба находятся в СИЗО. Поэтому, хоть партия и имеет полное право участвовать в федеральных выборах по льготе, без сбора подписей, не было никаких гарантий, что ее список попадет в бюллетень. У власти все равно достаточно способов Яблоко туда не пустить. В Петербурге и в Карелии списки Яблоко сняли. Однако неожиданно в среду, 29 июля, партию все же зарегистрировали. Лидер списка Ярослав Щербаков после этого решения высказался на заседании ЦИКа вот так. Это возможность для наших сограждан выбрать альтернативу, проголосовать за мир, за соглашение о прекращении огня, за свободу, за прекращение репрессий, за жизнь без страха, за недопущение ядерной войны. Такие слова никакой Нечаев и близко себе позволить не может. Поэтому мы помещаем Яблоко максимально далеко от всех провоенных партий, на самый край мирного фланга. При этом, если мысленно замерить дистанцию между партиями и живыми людьми, которые пойдут за них голосовать в сентябре, получится, что Единая Россия и КПРФ от избирателей, их реальных переживаний и проблем очень далеки. А вот Яблоко, наоборот, как раз находится близко. А так как все парламентские партии сходятся в поддержке войны, пусть и с разными формулировками, то и бюллетень можно было бы особенно длинным не делать, оставив в нем только Единую Россию и Яблоко, и отрезав все остальные 9 партий. Ответов на ключевой вопрос «война или мир» может быть только 2. Тут нужно еще вот о чем сказать. Скорее всего, вы полностью согласитесь со словами Ярослава Щербакова, но при этом подумали, а кто это такой? Почему я в первый раз о нем слышу? Почему лидер списка неизвестный никому политик? Так вот, это все из-за этих самых административных протоколов. И председатель партии, и партийные региональные депутаты лишены просто были права избираться. Вот и пришлось Яблоку составлять список из малоизвестных политиков и непубличных членов партии. Вот такая картина на сегодняшний день. Кампания только раскачивается. В России законодательство такое, что реальная кампания идет чуть больше месяца. Но вся эта история важная. Ведь в конце сентября все россияне смогут прийти в ближайшую к дому школу и законно и тайно показать там, что они думают о ситуации в стране и о власти Единой России и Владимира Путина. Поэтому об этих выборах мы еще не раз с вами поговорим. До завтра.